Ну что, друзья, Blizzard у нас выкатил патч-ноут по поводу обновления, которое у нас вступит в силу в игре с 15 октября. И давайте сейчас очень подробно пройдемся по этому патч-ноуту и посмотрим, что нового появится в игре. И напомню, что у себя в телеграм-канале DI Tools я уже публиковал предварительную новость об этом обновлении и что там появится. Это обновление, оно очень похоже на прошлогодний ивент, который был приурочен к Хэллоуину, и в этом видео мы подробно пройдемся по патч-ноуту, который выкатил Blizzard, и посмотрим, что нового у нас появится в игре и какие мы сможем получить новые награды. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. И, друзья, это обновление очень похоже на прошлогоднее обновление, где нам надо будет во время действия события «Священное бдение» хэллоуинского собирать ресурс, священные камни, которые мы потом сможем обменивать на награды у ведьмы. И эта ведьма, друзья, она будет находиться вот в этой вот локации Вестмарша. К ней надо будет каждый день подбегать, и в зависимости от того, сколько ты этих священных камней набрал, там будет определенный недельный лимит, я уверен, и можно будет у нее забирать очень много классных наград. Ну и в этом обновлении у нас будут различные события, церемонии, новые гоблины появятся, которые будут дропать очень-очень классные награды. Мы позже об этом поговорим. Ну и также мы поговорим о старте нового боевого пропуска через пару недель, потому что уровень парагона сервера у нас уже 1071 у меня сейчас, а уровень сервера, по-моему, он сейчас 1070. Да, все верно. То есть у нас буквально 3 недели осталось, когда весь сервер перейдет на пекло 9. Также у нас понерфится, естественно, требования к боевому рейтингу, поэтому если вы сейчас не убиваете этих супер мощных боссов Шипокрон и Кривопрут, то не беспокойтесь, буквально с 15 числа, когда будут понерфены требования, вы сможете их замочить одной левой. Кстати, здесь требование 52905. У меня, по-моему, боевой рейтинг уже очень и очень близко к этому значению. 52259 на моем быстром билде. Но, по-моему, на моем домашнем билде 52500. А требования понерфят очень сильно. Мы об этом коснемся чуть-чуть позже. Ну и, друзья, давайте с вами посмотрим, какие у нас появятся события. Вот как раз это скриншотик того события, где мы собираем эти священные камни, которые потом обмениваем у ведьмы, у старухи в Вестмарше на награды. И среди них легендарный глиф, теллурическая жемчужина. Кстати, будут там еще и цветы. Ну и, конечно же, скинчики. Посмотрите на эти безголовые красивые скинчики. Можно будет получить вот такой синенький безголовый, можно будет с черепом вместо головы, и можно будет с огнем. Очень красивые скинчики. Единственный минус этих скинов, что они лимитированные, временные, то есть они действовать будут всего 30 дней, и, к сожалению, их нельзя будет больше реактивировать. Эти скины, они приурочены исключительно к Хэллоуину. Ну, будем все, друзья, бегать безголовыми. Также, друзья, у нас во время действия события появятся в открытом мире и в подземельях новые гоблины, которые будут собирать сокровища, будут сновать повсюду, и их надо будет мочить. И этих гоблинов будет несколько видов. Один будет сбрасывать предметы из комплектных сетовых наборов. То есть убиваете, с него падает зеленочка из какого-нибудь набора, которую можно будет либо на осколочки разобрать, либо использовать. Будет некий злобный мучитель, с которого будет выпадать 100% гарантированно легендарная
снаряжения. Также будет собиратель драгоценных камней. Я думаю, что это самый важный гоблин, за которым нужно охотиться. И он будет сбрасывать обычные самоцветы. Единственный нюанс, что все эти самоцветики, они будут сбрасываться в рамках ежедневных и еженедельных капов, друзья. А напоминаю, что у нас, по-моему, 63 непривязанных и 63 привязанных в неделю, и каждый день 12 непривязанных кап. Но если вы случайно в какой-то из дней не забрали 12 своих непривязанных камней, то вы сможете их забрать на следующий день уже как привязанные. Также еще будет гоблин одиозный коллекционер. Он будет ронять осколки и различное утильсырье. Но здесь, скорее всего, имеется в виду вот этот вот ресурс, который называется, насколько я знаю, дурманящая пыль, ну и также металлолом. Ну, и еще будет у нас собиратель драфтов. Вы меня как бы не судите очень сильно, потому что это перевод Google переводчика английской новости. И там будет выпадать очень классный камень родолит. Я об этом камне делал ролик, и он используется у нас для очень крутого легендарного снаряжения, которое мы можем скрафтить у кузнеца. Мы добавляем 6 единиц этого родолита и получаем крутую легендарочку 3-3 или 3-4. В общем, друзья, нужно будет усиленно в этот период охотиться за гоблинами, которые будут сбрасывать нам классный супер дроп. Давайте посмотрим, что у нас дальше, потому что дальше интересное замечание от разработчиков, что гоблины, они будут случайным образом появляться в различных игровых зонах и подземельях. Но также, если нам очень и очень повезет, у входа в подземелье появится портал, который сразу будет переносить нас на финальную арену, где обитает огромный гоблин алчность, проклятый золотом. И победа над этим гоблином дает награду, эквивалентную победу над финальным боссом подземелья сразу. Ну, я думаю, что это очень похоже на усиленное подземелье, когда ты заходишь, и с определенной вероятностью тебе может прокнуть такое подземелье. Там будет портал к финальному боссу. Ты его убиваешь, появляются другие гоблины, с которых падает золото, но с этого большого гоблина тебе с большей вероятностью, практически со 100% выпадает зеленка, ну и очень ценные призы. В общем, разработчики подкрутили немножечко механику, и этот босс будет более интересным в сражениях. Также у нас будет определенный график из событий, и вы видите сейчас их на экране. Все они будут в рамках хэллоуинского обновления, то есть с 15 октября по 12 ноября. Время действия этого события Хэллоуина. У нас пройдет испытание Орд сразу после старта события с 15 октября по 22 октября. Напишите, кстати, в комментариях, участвуете ли вы в испытании Орд, потому что для меня оно стало таким скучным, что я буквально там прохожу до бронзы 2 и дальше не иду, потому что у меня вот этих вот камней перековки, этот ресурс называется, сейчас я вам скажу как. Он достаточно мусорный, и называется он «Очищенные осколки». Этот ресурс мы как раз получаем в рамках события испытания Орд, и мы используем его для того, чтобы ролить именно наши проклятые свойства экипировки. Их не так часто ролишь, и не такой уж и большой выбор там для того, чтобы их ролить, поэтому в испытании Орд я особо не участвую. А прогресс там достаточно долгий. Также будет событие «Завоеватель», оно пройдет с 22 октября по 29 октября. Будет испытание, здесь написано «сломанная плоскость», но я понимаю, что это расколотое измерение. Расколотое измерение пройдет с 29 октября по 5 ноября, ну и также дикая потасовка с 5 ноября до конца хэллоуинского ивента 11 ноября. И что интересно, друзья, если вы участвуете во всех этих событиях, которые нам предлагает игра, вы сможете получить вот такие вот награды, среди которых 2 теллурические жемчужины, 12 легендарок, 4 предмета из набора,
10 легендарных самоцветов с одной звездой, 800 тысяч золота, 2800 металлолома, 240 дурманящей пыли, 28 ключей претендента и 16 обычных самоцветов, друзья. Также в середине действия этого Хэллоуина у нас стартует боевой пропуск 45-го сезона. И на картинке сейчас мы видим предполагаемые скины из этого боевого пропуска. Напомню, друзья, что в моем телеграм-канале DI Tools стартовал новый розыгрыш усиленного боевого пропуска коллекционера. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал YouTube или не подписаны на мой канал DI Tools по Diablo Immortal, обязательно подпишитесь, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Прошлый розыгрыш у нас очень удачно прошел, и один из подписчиков получила этот усиленный боевой пропуск коллекционера. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. В общем, боевой пропуск у нас стартует с 23 октября, как раз когда у нас закончится текущий боевой пропуск. А давайте посмотрим, сколько сейчас игра пишет. А нам осталось 9 дней 8 часов. Я уже нахожусь на 59 уровне, играю не так много, выполняю чисто ежедневные задачи, но мое самое главное задание — это, конечно же, непривязанные самоцветы и 3 подземелья. Напишите в комментариях, на каком уровне сейчас вы находитесь, но я думаю, что есть даже игроки, которые находятся и на 70-м, и даже к концу боевого пропуска закрывают 85-й уровень. Ну, берут максимум из возможного. В общем, друзья, готовимся к новому боевому пропуску. Ну и очень интересно, у нас стартуют ветры удачи. Они у нас стартуют с 15 октября, как раз сразу же после обновления. Что такое ветры удачи? Это 24-часовой бонус, который мы можем активировать, и во время этого бонуса получать огромное количество наград в двойном размере. Единственный минус, что, например, обычные самоцветы вы будете получать в рамках своих ежедневных и еженедельных капов. Именно поэтому активировать этот бонус 24-часовой ветров удачи нужно с воскресенья на понедельник, чтобы забрать в воскресенье капы за предыдущую неделю, а в понедельник быстренько пробежать в 2 раза быстрее и забрать все капы за будущую неделю. Я очень люблю ветры удачи. Напишите, рады ли вы этому событию. Еще у нас будет очень крутое обновление функций, которое мы все так ждали, и уже давно оно есть в китайской игре. Это событие называется «Благословенный охотник». Оно очень похоже, или оно как бы эволюция развития именно события, связанного с сетовыми комплектами, насколько я знаю. Где, кстати, это событие? Оно называется «Охотник за комплектами». В рамках этого события мы можем выбрать определенный сетовый комплект, и когда мы бегаем по данжам, мы с большей вероятностью получаем именно тот сетовый комплект, который мы выиграли. Так вот, эта функция с обновления хэллоуинского 15 ноября будет обновлена, друзья, и мы сможем каждый раз, когда нам падает предмет, с определенной вероятностью заролить его до 4 раз. Мы сможем повысить качество этого предмета путем добавления дополнительных магических атрибутов и свойств. Мы сможем увеличить значение характеристик этого атрибута, а также мы сможем даже преобразовать элемент из этого набора в какой-то другой, если вы, например, собираете семена посеянного золота, а вам выпал какой-нибудь пир-глаз. В общем, очень крутое событие, которое мы все очень и очень ждали, друзья, и оно наконец-то появится в игре. Уже не терпится поиграть и посмотреть, как это будет работать. Также, друзья, у нас очень сильно понерфятся требования к уровню сложности для Инферно, ну или Пекла 7, 8 и 9. И я тоже, друзья, думал, откуда же мне брать боевой рейтинг для последнего босса. Сейчас для последнего босса нужно 52 905. А если мы перейдем, давайте сменим билд, чтобы посмотреть, сколько у меня точно
боевой рейтинг на моем боссовом билде. И на моем боссовом билде как раз 52 486. То есть мне не хватает 500 единиц. И это просто невозможно. Их неоткуда взять, потому что у меня для моего текущего уровня развития все развито по максимуму, я бы сказал. В общем, друзья, Blizzard идет, как всегда, навстречу, и они сильно понерфят требования. Эти требования прямо сейчас вы видите на экране, я их зачитывать не буду, но для Inferno 9 теперь переходить на Inferno 9 мы сможем на рейтинге 51 015, то есть на 1500 меньше, чем у меня сейчас. Поэтому что мы начинаем делать? Конечно же, сразу же после обновления и нерфа требований к боевому рейтингу мы переходим на Пекло 9 и начинаем фармить зеленку на новый уровень сложности, чтобы когда мы перешли полноценно, сервер перешел на Пекло 9, у нас уже был полный набор зеленых комплектов или осколков, и мы были во всеоружии. Также, друзья, у нас изменится механика конверсии фамильяров, а именно изменятся функции. И как пишут разработчики, основываясь на отзывах сообщества. Кстати, есть интересный момент, что в телеграм-канале мне задавали вопрос: слушай, ты вот публикуешь все эти новости, пишешь сообщество, форумы и так далее, а Blizzard-то вообще читает все эти новости и сообщества? Ну, как видите, раз они пишут, что основываясь на отзывах сообщества, значит, они, конечно же, читают и прислушиваются. В общем, они делают раздел, который отражает камни конверсии в интерфейсе. Очень интересно и, наверное, очень полезно для тех, кто конвертирует фамильяры. Напомню, что я делал классный гайд по тому, как преобразовывать фамильяров, как работает сейчас эта механика. Это поверхностный гайд для новичков, где вы сможете понять, что же делать с фамильярами и как создать крутого фамильяра, но здесь есть небольшой дисклеймер, что вам нужна такой поезд, вагон везения. Мне очень фартануло на этом ролике, и я показываю весь процесс от призвания фамильяров с помощью контрактов, преобразования, получения аберрантных и затем преобразования аберрантных фамильяров. Если вы не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите, он очень интересный и полезный. Также разработчики пишут, что новые сущности Пекло 9 у нас будут выпущены 29 октября. Ну, как раз когда сервер, скорее всего, будет переходить или немножечко незадолго до этого на новый уровень сложности, когда мы будем близко к 1100 уровню. Ну и в завершение патчноута разработчики пишут, что они делают обновления для конкретного региона. Мы работаем над новым ежедневным бонусным событием. Ежедневным. То есть интересно, что оно будет каждый день происходить. Связанным с выпадением предметов. Оно будет представлено в виде ежедневного благословения, которая будет действовать в течение часа. Ну, каждый раз, когда мы играем по часу-два в день, ну, кто-то 24/7, конечно, но вот в течение часа благословение повышает качество выпадающих предметов и увеличивает шанс получить легендарные предметы и возможность зарабатывать предметы для другого класса, что будет очень актуально тем, кто прыгает с одного класса на другой. Я тоже хочу в какой-то момент поменять класс, но мне так нравится охотник на демонов. Это мой класс, за который я играл еще в Diablo 3. Вдоль и поперек ее прошел. Никак не могу перейти с охотника на демонов. Эта функция будет протестирована в Китае в обновлении контента 4.1.1, а запуск во всех остальных регионах запланирован на следующее обновление контента. Я думаю, что здесь будет по аналогии с обновлением, связанным с сетовыми комплектами, где теперь мы сможем их ролить и выбирать нужное свойство. Точно так же вот это ежедневное на час благословения, где мы сможем получать повышенную вероятность дропа очень классных легендарок, у нас придет со следующим обновлением.
Ну и, естественно, разработчики исправляют массу ошибок. И я думаю, больше деталей мы увидим в следующих новостях. Друзья, это все, что касается обновления и патчноута, который выпустили разработчики. И если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и проверьте, что вы подписаны на мой канал и подписаны на телеграм-канал DI Tools. Спасибо большое за просмотр, и мы с вами увидимся в следующем ролике.